Несмотря на громкие заявления Трампа, что он сотрет с лица земли целую нацию в виде Ирана, это, как всегда, оказались очередные пустые слова. Трамп изначально не хотел эскалации войны и был максимально рад, когда Иран все-таки согласился пойти на временное перемирие, которое Трамп, конечно же, продал как новую большую победу. Но если смотреть на факты, а не на слова, то по сути ничего не изменилось. Армузский пролив открыт? Нет. Возможно, упали цены на нефть до военных уровней? Нет. Может, реально прекратился огонь? Да нет, Израиль бьет по Ливану. Но хотя бы Иран согласился пойти на все условия Вашингтона? Тоже нет. И Тегеран даже прямо говорит, что никто не может им запретить обогащать уран. То есть понимаете, в чем проблема? По идее, эта пауза должна была поставить точку в этой войне. Но судя по тому, что мы сейчас видим, шансы начала второй фазы, после этого в кавычках перемирия, только растут. Данный сценарий сейчас учитывают и рынки, ведь после локального скачка во вторник тот же биткоин пошел на плавную локальную коррекцию, а вот нефть наоборот подросла, потому что перемирие между США и Ираном на сегодняшний день нельзя назвать стопроцентным. Но с другой стороны, Трамп призывает Нетаньяху не бомбить Ливан, чтобы соблюдать перемирие. И тем временем глава альянса НАТО, с которым у Трампа сейчас не лучшие взаимоотношения, говорит, что они якобы могут помочь в открытии пролива, но с любимой такой европейской оговоркой, если это потребуется. Ну и что самое главное, уже завтра в субботу должны пройти первые прямые переговоры, на которых во главе США будет Джей Ди Венс, а со стороны Ирана министр иностранных дел. Все эти заявления и постоянный поток информации очень сильно влияют на рынок и очень сильно усложняют работу каждого, кто сейчас торгует. Поэтому сегодня я разложу все по полочкам, разберу все последние события, подведу большой итог этой войны, озвучу наиболее вероятные сценарии развития событий во время и после паузы, какие будут результаты переговоров, а также в конце видео на основе всей информации я подготовил для вас подробный теханализ биткоина и нефти, чтобы вы не просто знали, что сейчас происходит в экономике и геополитике, но еще и смогли на этом заработать. Да, друзья, и на нефти в том числе. И сегодня я покажу как. Поэтому обязательно перед просмотром жмите лайк, подписывайтесь на канал и пишите ваше мнение по происходящему в комментариях. Кстати, за коммент можно получить $10, как этот зритель с прошлого ролика. Ну а с вами Влад, мы начинаем. Итак, друзья, как всегда, обо всем по порядку. В среду ночью США и Иран вышли на временную паузу сроком на 2 недели. То есть в этот период стороны должны были воздержаться от военных ударов, а ключевым элементом перемирия стал Ормузский пролив, который планировали открыть. Но спойлер, за все это время через Ормуз прошел только один нефтяной танкер, а все остальные нефтяные и газовые суда остались на месте. Но почему так произошло? Потому что Израиль продолжил наносить удары по Ливану, а Тегерану это, естественно, не понравилось, поскольку Ливан это зона влияния иранских партнеров. На этом фоне пролив снова по факту перекрыли, что сразу вызвало скачок нефти и просадку рынка. Об этом я заранее писал в телеграм-канале и еще до снижения предупреждал, что буду заходить в шорты. И часть своих шортов на этой просадке я уже закрыл. И в этом как раз таки главная задача моего телеграм-канала – оперативно выкладывать новости, разбирать сценарии и показывать, как на это можно зарабатывать. Так что всем, кому это интересно, ссылка есть в описании. Дальше события развивались следующим образом. Иран направил Трампу список из 10 требований, которые по сути сразу отправились в мусор. После этого Иран отклонил требования США и Израиля о полном прекращении программы обогащения урана. В Тегеране прямо заявили, что это их суверенное право, и оно не подлежит обсуждению. В ответ Трамп сказал, что никакого обогащения урана не будет, если речь идет о заключении какой-либо сделки. При этом в иранской рамочной программе из 10 пунктов право на обогащение урана прямо указано как одно из ключевых требований. Именно это сейчас является главным препятствием на пути от временной паузы к постоянному мирному соглашению. Такие, казалось бы, локальные моменты очень хорошо показывают, насколько шатко выглядит текущее перемирие между США и Ираном, и рынок это прекрасно понимает. Именно поэтому нефть продолжает резко ходить вверх-вниз, создавая дополнительное напряжение по всем остальным активам. Но почему же перемирие выглядит таким хрупким? Здесь все просто. Трамп, как мне кажется, готов делать что угодно, лишь бы как можно скорее выйти из этой войны. Это было видно с самого первого дня. И чем дальше развивается ситуация, тем очевиднее становится, что вся эта операция в большей степени была нужна Израилю, а точнее Нетаньяху, который и убедил Трампа ввязаться в эту историю. Логика была примерно такой. Операция на пару дней, ты получаешь образ победителя, дорогую нефть и рычаг давления на Китай, а я безопасность для своего народа. Но как мы видим, Иран это не Венесуэла. Они начали отвечать, причем довольно жестко, а закрытие пролива вообще выбило Трампа из колеи. Он быстро понял, что для реального взятия Ирана под контроль не хватит ни месяца, ни двух, а второй Ирак перед выборами это уже серьезнейший удар по его рейтингам. Именно поэтому Трамп с первого дня пытается найти способ как можно быстрее выйти из этой истории. И сейчас у него появляется первая более-менее
менее реальная возможность после того, как Иран согласился на паузу. Показательно и то, что Трамп даже позвонил Нетаньяху и попросил его смягчить удары по Ливану. Причина простая – не сорвать переговоры о прекращении огня с Ираном. Хотя Ливан формально вообще не является участником этого соглашения, Трамп все равно пытается сдерживать Израиль. И это очень хорошо показывает, насколько он боится новой эскалации. Если подводить промежуточный итог, то я по-прежнему считаю, что Трамп может выйти из этой войны в любой момент. И сейчас главный вопрос упирается именно в пролив. На данный момент развивается сценарий из моего прошлого видео, при котором Иран может начать взимать деньги за проход через пролив, примерно по $1 за баррель. Это дает потенциально около 20 миллионов долларов в день. Более того, Иран даже требует оплату в крипте, либо в USDT, либо в биткоине. Это нужно для того, чтобы обходить санкции. Да, итоговая сумма скорее всего будет ниже, и условия еще могут меняться. Но с учетом того, что Трамп явно не хочет продолжения войны, вполне вероятно, что Ормуз в итоге будет открывать именно через такую схему. Да, глава НАТО уже заявил, что пролив могут открыть силовым путем, если это потребуется. Но давайте откровенно, НАТО уже не раз показывали свою реальную эффективность, и даже если ситуация дойдет до еще более масштабного кризиса, европейская бюрократия будет еще очень долго принимать решения. Теперь, друзья, самый важный момент. Это конец недели. В эту субботу в Пакистане пройдут первые прямые мирные переговоры между США и Ираном. Это будет первая официальная встреча двух стран с момента начала войны 28 февраля. Со стороны США должны приехать Джей Ди Венс, Джаред Кушер и Стив Витков. Со стороны Ирана спикер парламента Галибаф, а также МИД Арагачи, то есть один из самых высокопоставленных фигур иранского руководства. Да, в локальной перспективе сам факт переговоров может поддержать рынок, но вы сами понимаете, переговоры – это всегда длинный процесс, который может тянуться месяцами, особенно если учитывать, насколько жесткие и несовместимые требования сейчас у Ирана и США. Поэтому мой итог следующий. Пауза, скорее всего, продолжится, но каких-то серьезных результатов эти переговоры, вероятнее всего, не дадут. Слишком жесткие позиции у обеих сторон. У Ирана на руках сильнейший козырь – это Ормузский пролив. США могут продолжать угрожать эскалацией, но здесь проблема в том, что Трампу эта эскалация не нужна. Поэтому наиболее вероятный сценарий, что на ближайшее время мы будем видеть долгие переговоры с постоянными уступками с обеих сторон. И получается, что вся эта история может продолжиться на протяжении всего апреля, а также мая. И наиболее вероятный сценарий, что Ближний Восток останется зоной постоянного напряжения, где Трамп будет пытаться как можно быстрее закрыть вопрос, а Иран давить через пролив и добиваться получения из него денег. А в более масштабном итоге есть высокая вероятность того, что именно Трамп из этой истории выйдет слабее, чем рассчитывал. И как раз таки эти сценарии рынки будут постепенно отыгрывать на выходных и в течение следующей недели. Так что все, кто торгует, обязательно это учитывайте, прежде чем открывать сделки. А если же вы сомневаетесь, то лучше воспользуйтесь нашей подпиской Coin22 Pro. Это наш закрытый сервис, где мы не просто публикуем точки входа, а предоставляем для вас готовый инвестиционный план, который включает в себя индивидуальный спотовый портфель, ежедневные торговые идеи и возможность зарабатывать не только на крипте, но и на фондовом рынке США, а также нефти, благодаря нашему официальному партнеру BitGet. На этой неделе мы заработали на росте лайткоина, на падении цены ТАО и на других монетах на этом активном движении. В Pro вы также получаете пошаговое обучение, сопровождение и поддержку 24/7. Поэтому, друзья, если вы просто смотрите на все эти новости, на движение рынка и не знаете, как все это превратить в плюс на вашем торговом балансе, вам поможет подписка Pro. Все ссылки есть в описании, так что пишите, а мы переходим к анализу нефти, а также биткоина. Итак, если говорить про нефть, то анализ ее цены в первую очередь нужен для того, чтобы проанализировать движение биткоина, ведь как только нефть растет, биткоин падает, и наоборот. После мощнейшего импульса на фоне войны рынок не ушел в полноценный разворот вниз. Да, на новостях о двухнедельном перемирии между США и Ираном нефть резко слили, но дальше продавцы не смогли продавить цену так глубоко, как многие ожидали. И это очень важный сигнал, потому что когда актив падает на сильные позитивные новости, но потом не продолжает снижение, это означает, что рынок все еще держит в цене геополитическую премию, то есть страх частично вышел, но полностью не исчез. Если смотреть на бренд, то здесь был очень сильный вынос вверх, после чего цена резко откатилась и сейчас переваривает весь этот импульс. Ключевая зона поддержки по бренд это район $95. Пока цена держится выше этой отметки, говорить о полном сломе бычьей структуры пока рано. Ниже уже идут следующие зоны поддержки $92 и 90. То есть если бренд все-таки продавит под уровень 95, то тогда рынок может начать более глубокое снижение. Если смотреть сверху, то первая важная зона сопротивления это район $99 и $100. Это сильный психологический уровень. Если бренд закрепляется выше уровня $100, тогда рынок снова открывает возможность в сторону 104, затем 107 и в случае сильного импульса даже 110. И вот именно область $110 будет очень серьезной проверкой силы покупателей, потому что если цена туда возвращается, значит весь прошлый обвал на перемирии начинает выглядеть как просто локальная разгрузка на новостях. По нефти WTI, это американская нефть, картина очень похожая, но здесь есть интересный момент. Здесь ключевая поддержка
поддержка это район 94,5 и 95 долларов. Пока WTI удерживается выше этой зоны, то рынок сохраняет шансы на повторный заход к уровню 100 долларов и выше. Если же цена уходит ниже, тогда открывается возможность сначала протестировать уровень 92 доллара, а дальше уже может начаться более серьезное снижение. Если смотреть сопротивление по WTI, здесь также все просто. Первая важная зона это уровень 95,5 и 100 долларов. Если цена закрепляется выше, тогда следующими целями становится уровень 103, потом 105-106, затем 108. А если рынок снова получит сильный новостной импульс, тогда мы не исключаем поворот в зону 112 и 113 долларов. Теперь по паттернам. Я бы не сказал, что оба графика рисуют какие-то хорошие модели для торговли, потому что сейчас рынок переваривает все эти новости. И Brent, и WTI по факту формируют широкий волатильный диапазон после панического импульса. Сначала был резкий вынос вверх на страхе войны, потом такой же резкий слив на новостях, которые связаны с перемирием. А теперь рынок готовится к переговорам, которые пройдут в субботу. Получается, если посмотреть на нефть, то она не выглядит слабо. Да, часть военной премии, конечно же, ушла, но технически структура еще не сломана. Для Brent главный ориентир удерживается в районе 95 долларов и возврат выше 100, а для WTI удерживание уровня 94,5-95 и закрепление выше уровня 100 долларов. Пока эти поддержки есть, рынок сохраняет потенциал нового роста. И здесь также потенциал движения зависит от новостей. Потому что в локальной перспективе, если мы получим хорошие новости после переговоров, то нефть, конечно же, локально может уйти вниз. По итогу на данный момент нефть остается сильной. Просто рынок вошел в фазу очень нервной и широкой консолидации. Если что, сделки по нефти вы в любое время можете открывать на бирже BitGet, а вот в какую сторону я буду писать у себя в телеграм-канале. А теперь, друзья, вопрос к биткоину. Пойдет ли он на уровень 80 тысяч? Или нас ждет коррекция? Чтобы биткоин реально смог пойти выше уровня 80 тысяч и нормально закрепить восстановление, ему сейчас не хватает самого главного – это объемов. Да, за последние 3 дня биткоин уже вырос примерно на 8% и пробил уровень 72 тысячи. Это хороший сигнал. Цена смогла вернуть себе важные уровни, в том числе 200-недельную EMI, а также 50-ю EMI, около уровня 70 тысяч, где как раз таки есть поддержка. Касательно поддержки, то первые локальные уровни, на которых биткоин может получить поддержку, находятся в области 67 700 и 70 тысяч. Но дальше начинается уже более сложный диапазон. Для продолжения роста биткоину нужно пробивать зону 72-73 тысячи, потому что именно там за последние 3 месяца инвесторы набрали около 386 тысяч биткоинов. Это значит, что в этом диапазоне сидит серьезный объем, и часть людей может начать фиксироваться. И я бы сказал так, пока биткоин не пробьет эту зону продавцов, говорить о движении к уровню 75 тысяч и выше пока еще рано. А если смотреть еще выше, то там есть следующая тяжелая зона сопротивления. Это диапазон примерно 78-80 тысяч. Почему он важен? Потому что там проходит сильный рыночный уровень. Именно там многие инвесторы захотят просто выйти в ноль или около нуля. То есть сейчас для биткоина каждый уровень сопротивления выступает очень важным. В целом, да, биткоин выглядит лучше, чем раньше, но глобально я бы не стал говорить, что все уже развернулось в полноценный рост. Пока цена не вернется выше этих уровней и уверенно там не закрепится, среднесрочный тренд все еще слабый. И здесь очень важный момент заключается в самом спросе. Этому росту не хватает живого спроса. Например, объем перевода биткоина в сети за последнее время очень сильно упал, примерно на 50%, до уровня 660 тысяч биткоинов, хотя меньше месяца назад было около 1,3 миллиона биткоинов. Это говорит о том, что активность на рынке все еще довольно вялая. Плюс к этому на спотовом рынке мы пока не видим такого мощного возвращения покупателей. Объемы спотовой торговли остаются низкими. Да, есть небольшие оживления, но это пока не тот импульс, который обычно нужен для такого сильного роста. А без нормального спотового спроса любой рост цены является временным, нестабильным и легко ломается. То есть по факту рынок пытается восстановиться, локально он кажется лучше и часть метрики уже начинает улучшаться. Но для того, чтобы биткоин пошел тестировать уровень 80 тысяч, нам нужно увидеть возвращение реальных покупателей, а также рост объемов и более сильную активность именно на споте. И только тогда можно говорить, что это движение возможно. И здесь я бы сразу хотел вспомнить мой прогноз из прошлого видео, потому что биткоин пошел по второму сценарию. Ведь сначала ему не удалось закрепиться выше уровня 70 тысяч, пошел локальный откат, тестирования восходящей линии не было, но за счет того, что в это время мы получили новости о двухнедельном перемирии, цена, конечно же, сразу пошла вверх. Тестировать медиальную линию восходящего канала. Здесь биткоин столкнулся с сопротивлением, и цена локально откатилась вниз. И это также было на новостях, которые были связаны с ударами Израиля по Ливану. Произошел тот самый откат на 3-4%, о котором я писал в телеграм-канале, и опять же на фоне новостей, что в субботу пройдут переговоры, цена снова пошла вверх, но снова уперлась в это сопротивление. И теперь здесь вопрос, куда же дальше пойдет биткоин. Как мы только что разобрали, главная проблема для продолжения роста – это приток реального капитала, который идет в спот. Потому что все эти локальные скачки, которые мы видим, по сути были связаны с ликвидациями и закрытием шортов. А вот если посмотреть на приток капитала в ETF, то мы увидим оттоки. То есть за это время реальные деньги в биткоине не шли.
И поэтому есть большая вероятность того, что если биткоину не удастся закрепиться выше этого сопротивления, мы увидим очередной повторный откат в эту область, где есть первая поддержка и локальный интерес покупателей. И опять же, потенциал такого сценария возможен только в том случае, если мы не получим хорошую конкретную информацию после переговоров в субботу. Если же после переговоров Джей Ди Венс выйдет и скажет, что у нас были лучшие переговоры, а скорее всего так и будет, мы сможем увидеть еще один локальный скачок с потенциальным тестированием этой области. Конечно же, о формировании движения к этому уровню речи не идет, и вероятнее всего на выходных ликвидность снизится, и мы опять застрянем в консолидации вот в этой области. И соответственно, если после переговоров вся эта шумиха утихнет, то биткоин может снова направиться тестировать восходящую линию тренда этого канала. И такой сценарий я рассматриваю уже на следующую неделю. Но здесь уже будет более понятно после того, как мы получим информацию с переговоров. Поэтому, друзья, вся информация, которая касается переговоров, заявлений Трампа, заявлений Ирана, всех свежих новостей, со всем этим можно следить у меня в телеграм-канале, где мы это все анализируем и на этих событиях зарабатываем. В ближайшие дни я планирую взять небольшую паузу, ведь нас ждут праздники, но в телеграм я всегда на связи. Поэтому, друзья, подписывайтесь, поддерживайте видео лайком, пишите комментарии. Всех с наступающим, кто празднует. Желаю вам хороших выходных. До скорых встреч.